Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор клинического госпиталя Нейровита. Сегодня мы продолжаем цикл наших мини-лекций о деятельности нашей организации. И сегодня я представлю вам наши взгляды на лечение нейродегенеративных болезней человека и различных типов слабоумия. Мы используем для этих целей персонализированную экс-виво генотерапию. Я не буду останавливаться, что нейродегенеративные заболевания достаточно распространены, это очевидно, все знают, и сегодня практически очевидно, что резкое постарение населения в США и в Европе привело к увеличению количества больных со слабоумием и болезнью Альцгеймера, число которых может вскоре утроиться до 4,7 миллионов и где-то к 13,8 миллионам в 2050 году. В 2050 году каждый из 85 человек во всем мире будет страдать болезнью Альцгеймера. Это мнение Института здорового старения США. К сожалению, современная молекулярно-диагностическая диагностика, нейрофизиологическая диагностика и лучевая диагностика нейродегенеративных заболеваний оставляет желать лучшего. Несколько фактов. Боковой амиотрофический склероз или болезнь моторного нейрона диагностируется только тогда, когда погибает не менее 70-90% мотонейронов головного и спинного мозга. При этом, несмотря на все известные методы современной молекулярно-биологической диагностики, диагностировать болезнь не представляется возможным, и помочь больному практически становится невозможным. Болезнь Альцгеймера диагностируется очень поздно, и только тогда, когда погибает не менее 50-60% корковых нейронов коры головного мозга. Формируются необратимые когнитивные, интеллектуальные нарушения. При этом мы имеем сегодня достаточно высокий уровень и церебрального картирования, компьютерной томографии, ПЭТ-КТ, МРТ, но тем не менее мы не способны диагностировать эти заболевания. Аналогичная ситуация с болезнью Паркинсона. Несмотря на все известные методы современной молекулярно-биологической диагностики, болезнь диагностируется достаточно поздно, когда уже погибло не менее 30-40% нейронов стриополидарной зоны подкорковых областей головного мозга. Как правило, считается, что именно распадающиеся нейродегенеративные заболевания, их еще называют болезни накопления или болезни накопления нейроспецифических белков. Они содержат микровезикулярные внутриклеточные тельца, которые секретируют экзосомы размером до 30-40 нанометров, которые несут в себе эту информацию. Но, к сожалению, они бывают очень поздно. И, к сожалению, мы не можем на них базировать нашу диагностику. Но в то же время мы понимаем, что локальное молекулярное повреждение в нейроне при нейродегенерации переносится и в ГСК. И мы это видим, и мы видим наличие в протеомном профиле гемопоэтических стволовых клеток вот эти белки, которые специфичны для поврежденных нейронов. И именно эти белки определяют, что собственные клетки иммунной системы становятся аутоагрессивны к ткани и к ее потомству, к нервной ткани и ее потомству. Вот мы видим, как здоровый нейрон, начинаются процессы воспаления, лейкоцитарная инфильтрация, сюда приходят стволовые клетки, вот мы в итоге видим дегенерацию нейрона. И, соответственно, в основе этого дела лежит нестабильность генома нейронов головного мозга. Это есть фундаментальная причина дегенерации. И она поддерживается именно собственными клетками иммунной системы. Иммунная система создает мертвую петлю, которая практически постоянно поддерживает неустойчивость и нестабильность генома и приводит к его дегенерации и смерти. Мы высказали рабочую гипотезу, что нейродегенерация нейроспецифическим вот этим олигоклональным гемопоэзом или кроветворением и формированием этих расширением патологических клонов гемопоэтических клеток является первичным, то есть не атрофия корковых нейронов при болезни Альцгеймера, не дегенерация атрофии нейронов мотонейронов при боковом атрофическом склерозе первична, они вторичны. Первично постгеномное заболевание кроветворных стволовых клеток.
И именно они формируют, из них формируются клоны патологических клеток, которые и формируют основные возрастзависимые нейрогенеративные болезни и слабоумие. Мы предложили для лечения нейрогенеративных заболеваний и в том числе начальных форм слабоумия экс-виво генотерапию патологичных гемопоэтических предшественников нуклеосомной мономерной геномной ДНК. Мы назвали это природоподобные технологии геномного балансирования для экс-виво генотерапии. В специальных базовых условиях создаются вне организма рекомбинантную ситуацию для кроветворных клеток пациента и осуществляют интернализацию или внедрение в цитоплазму этих клеток двухцепочечных ДНК. И вот эти специализированные базовые условия происходит гомологичная рекомбинация, равнозначная замена мутантных участков на здоровые клетки. И, собственно, сама технология достаточно несложна. Мы используем определенные фазы клеточной и иммуногенотерапии, определяем наличие клональных генов, подтверждаем их, подключаем сюда явление искусственного интеллекта, забираем у пациента его гемопоэтические стволовые клетки, у нас эта технология лицензирована в клинике, или забираем эксфузат костного мозга, из него выделяем стволовые клетки, собираем эти клетки, соответственно, производим выделение гемопоэтических клеток из лейкоконцентрата мононуклеаров периферической крови, оцениваем ее и соединяем и предобрабатываем в определенных специальных базовых условиях субстанции паноген, абсолютно разрешенной клиническое применение. В этих случаях формируется, мы оцениваем возможность реставрации этих клеток, которые должны после завершения сформировать поликлональность, то есть много клонов клеток гемопоэтических, которые перестанут бомбить и быть аутоагрессивными в отношении специализированных клеток нервной ткани. Мы делаем, собственно, персонализированный генотерапевтический продукт, и этот продукт применяем уже по общей схеме непосредственно пациенту, создавая специально базовые условия для его применения, которые нам рекомендуют генетики. Спасибо за внимание. Приглашаю вас в клинику к нам.